Вера Брежнева звучит круто? Вообще-то да. В 2010 году эта песня была одним из главных летних хитов, и я как аранжировщик получал заказы сделать что-то подобное. Для этого мне пришлось разобрать песню по ноткам и удивиться, как много там всего интересного. Я же не знал, что написал и спродюсировал этот трек Константин Меладзе. Суперпрофессионал и мастер своего дела. Просто он работал под псевдонимом. Знакомьтесь, Алексей Фицич. Фицич. Но вообще лучшее знакомство с композитором – это его музыка. Итак, 2010 год, тональность ре минор, темп 123 удара в минуту. Слушаем. Как всегда, подробно разберем вступление, потому что, во-первых, оно задает настроение всей песни, во-вторых, тут прям много всего интересного. Вначале мы слышим какую-то этническую флейту. Здесь и здесь. Как всегда, у меня не было официального мультитрека, я разделил микс на дорожке с помощью нейросети. В целом все понятно, но не везде можно детально разобрать, что происходит, но работать с этим можно. Итак, этническая флейта. Я не могу точно сказать, какая конкретно эта флейта. Этническая, вот и все, что я могу сказать. Сам этнос я вам не назову, потому что флейта, как очень простой в изготовлении инструмент, есть практически у каждого народа в том или ином виде. То есть полая трубка из тростника, бамбука, камыша, дерева, да чего угодно. Так называемый аэрофон, если говорить по науке. Поэтому это может быть африканская флейта, вполне, американская, вполне может быть, азиатская тоже может быть. Мы не будем сейчас это анализировать, просто запомним. Флейта и вот эти вокалы. Вот эти вокалы, но они звучат как африканские. Да, вокалы точно африканские, какой-то сэмпл, но, опять же, какого конкретного этноса я вам, конечно, не скажу. Может быть, если есть специалисты, способные вот так вот по слуху понять, кто это конкретно, там, не знаю, танзанийцы или хуту, напишите в комментариях. Дальше, этнический звук на этом не заканчивается, а только начинается, потому что у нас вот здесь звучит некая этническая перкуссия. Послушаем ее. И тут, как и с флейтой, я затрудняюсь сказать даже примерно регион, откуда взята эта перкуссия. Вот это я обзорщик, да, ничего не могу сказать, но просто у меня есть принцип не говорить того, чего не знаешь. Это может быть как африканская перкуссия, так и бразильская вполне. Но что тут интересно? Обычно народная вот такая перкуссия, она звучит для нашего европейского уха неровно. Вот давайте послушаем, как звучат, допустим, так называемые бразильские 16-е. Вот как я и говорил, на наш европейский слух он как будто бы играет неровно. Но это не так. Это дело не в том, что тут люди играют неровно. У них такая традиция. А в Африке своя традиция, в Азии своя традиция, у нас своя, и нам из европейской традиции кажется, что что-то у вас то быстрее, то медленнее. Что же мы слышим у Веры Брежневой? У нее вся вот эта перкуссия звучит ровненько. Та-т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 а. Это не просто так. Это поп-музыка. Она должна не резать слух. То есть она, возможно, была прям порезана на кусочки и квантизована так, чтобы звучать ровно. Потому что это поп-музыка. Да, она может много в себя вбирать, но при этом она отсеивает какие-то вещи, которые будут, возможно, резать слух, и оставляет то, что нужно. А нужно задать вот такой вайб, как мы уже поняли, такой некий World Music. По совпадению, песня называется «Любовь спасет мир». Она начинается со слова «мир». Мы, правда, еще до этого не дошли. И здесь звучит World Music. Совпадение ли это? В любом другом случае я бы, наверное, сказал, ну, совпадение. Ну, просто люди делали, как им нравится, как у них душа лежала, и получилось вот так. Но Меладзе, извините, Фицич, супер опытный, прошаренный композитор и продюсер. Вполне допускаю, что его ассоциативный ряд мог идти вот так. Ага, «Любовь спасет мир». Кстати, автор текста тоже он.
Мир, тут у нас про мир не делится на части. Ага, это может звучать с элементами world music. Тогда, в 2010-м еще за слово «мир» нельзя было присесть. Ну да ладно, давайте посмотрим, что у нас тут задает тональную составляющую. На Макарену похоже. Нейросеть, которая раскладывала это на дорожке, определила этот звук как гитару. Я не могу понять, так это или нет, действительно ли это гитара, потому что звучит так ярко, с такой атакой, как будто это или синтезатор, или сэмплированная гитара. Я сейчас попробую это воспроизвести. Может быть, но звучит у него все это гораздо круче, чем у меня. Гораздо четче, отрывистее. Если это правда играет гитарист, то он вот, что называется, высекает искры. Очень остро, так, с хорошей атакой, супер четко, в 100 раз ровнее, чем я это делаю. Не трогает лишние струны, в отличие от меня и так далее. Но вообще ничего удивительного нет, потому что Фицич, в смысле Меладзе, всегда сотрудничает с крутыми музыкантами. И можно удивиться, например, если прислушаться, как звучит гитара у той же Софии Ротару. Не хочу любовь разлукой проверять. Как вы поняли, это тоже продюсировал Меладзе, не Фицич. Ну ладно, хватит слов, давайте уже слушать куплет. Мир, в котором я живу, не делится на части. Мир, в котором я живу. Здесь используется много дилея, а вот тут вот как будто бы... Мир. Тут вот слово «мир», когда повторяется, это как будто не дилей, а как будто она еще раз спела слово «мир». Ух, играет с огнем. И практически сразу же здесь появляются небольшие бэки. Давайте тоже послушаем. В котором я живу. На октаву выше бэки чуть-чуть подчеркивают голос. Ага, и тут снова эхо вылазит. Это вот то, о чем я говорил, что нейросеть, конечно, не очень хорошо отделяет, но в целом это все равно чудо. 10 лет назад я бы за такое любые деньги, наверное, отдал. Также подключается акустическая гитара. Звучит очень ярко, объемно, освежающе. Разберемся, что здесь за последовательность аккордов. У меня акустической гитары нет, буду играть так. Значит, начинается у нас с ре минора. До, ре, до, соль минор, субдоминанта минорная. А вот тут интересно. Если до у нас до этого звучало как полноценное до-мажорное трезвучие, то здесь и далее он меняется на удержанный аккорд без терции, но со второй ступенью, так называемый D sus2. Да, этот аккорд, он не мажорный и не минорный, потому что третья ступень, ответственная за мажорность или минорность, здесь отсутствует. Ну, то есть мы понимаем, что, скорее всего, это до-мажор, просто со второй ступенью, и звучит очень, я бы сказал, свежо. Также здесь добавляется пэд. Такой солидный оркестровый пэд. Здесь, смотрите, аккорды он играет те же самые, что гитара, но чуть-чуть добавляет. Он, собственно, вот эту удержанную ноту. Начинаем в ре миноре. До мажор, ре минор, до мажор, соль минор. Добавляется 9-я ступень к соль минору. Красиво. И тут тоже интересненько. Если гитара у нас играет до без терции, но со второй ступенью, то есть ре, то скрипки тоже играют до без терции, но с четвертой
с фа. И удержанную ноту они потом возвращают в ми. И мы таким образом имеем полное мажорное трезвучие. И еще одна маленькая деталь, которая добавляется у нас вместе с началом куплета, это к нашей перкуссии добавляется такой хэт в слабую долю. Появляется какой-то счет времени, можно сказать, в этом треке. Гитара продолжает играть, если это гитара, вот эти отрывистые мьюты. Ну, прям юту. Знать, не знах, а наяву, каким бывает счастье, делить его с тобой. Тут появляется несколько вещей. Во-первых, появляются барабаны, обычный поп-бит с прямой бочкой. Но перкуссия остается. Получается такой поп немножечко с элементами трайбл хауса. Да? Вступает бас. Бас как будто бы живой, записанный на бас-гитаре живым человеком, только с эффектом сайдчейн. Давайте постараюсь за секундочку объяснить, что такое сайдчейн. Постараюсь сильно не закапываться в теорию, но вообще существует такая проблема, что инструменты, если они звучат вместе в одном диапазоне, маскируют друг друга. Что это значит? Давайте разберемся на примере. Я создал две дорожки, кик-драм и бас. Значит, слушаем сначала бочку, а потом, когда я буду добавлять бас-гитару, чем громче она будет становиться, тем по ощущениям тише будет звучать бочка. Но на самом деле она будет оставаться на одной и той же громкости. Такое вот бывает вот визуальная иллюзия, а это аудиоиллюзия. И проблема в том, что хочется как бы и бас мощный навалить, но и чтобы бочку было слышно. Тем более, ну, в поп-музыке это инструмент, который качает танцпол. Поэтому что придумали звукоинженеры и продюсеры? Они с помощью сначала сложных цепочек компрессоров, а потом с помощью уже специальных плагинов просто стали делать бас тише конкретно в том маленьком месте, где звучит бочка. Сейчас я вам это покажу. Таких эффектов много, я пользуюсь вот таким. Мы сейчас слушаем это без бочки, да? То есть он тупо вот по такой огибающей каждую сильную долю, где звучит бочка, он убирает громкость. Еще раз давайте послушаем без этого эффекта. И с ним. Так вот в начале 2000-х родилось вообще новое звучание, которое все завязано, собственно, на эффекте сайдчейна. Еще раз слушаем без эффекта. А теперь с ним. Бочка как будто бы стала звучать громче, но на самом деле я ее вообще не трогал. Я просто срезал эти места в басу. И бас по-прежнему звучит мощно, громко, просто они друг другу не мешают. Так вот, вернемся к Вере Брежневой. Тут тоже наложен этот эффект на бас, просто, наверное, не так мощно, хотя в припеве это слышно очень хорошо. Но мы еще до туда не дошли, потому что тут много всего интересного. Давайте послушаем акустическую гитару. Желательно это слушать в наушниках, чтобы услышать стереокартину и понять, о чем вообще речь. Потому что я здесь насчитал, на самом деле, не одну, а 3 акустических гитары. Первая играет аккорд и звучит как бы по центру. А вторая и третья тоже играют аккорды, но они звучат одна в левом канале, другая в правом. То есть они играют вот это. Таким образом получается что-то такое.
Не знаю, честно говоря, зачем было вот так заморачиваться, писать несколько гитар, чтобы сначала одна тебе вот так, потом две вот так, потом одна вот так, потом две вот так. Но Алексею, как там его фамилия, виднее, он все-таки суперопытный чел и знает, что делает. Это все. Мы переходим к так называемому предприпеву, который иногда называют бридж, мост между куплетом и припевом. Жила-была девочка, золотистые косы, мерила огонь и лед, небо, солнце и грозы. Обязательно кто-нибудь в комментариях напишет: «Нет, бридж — это другое». Повторюсь, слово «бридж» используется в разных значениях разными музыкантами. Предприпев шикарный вообще, потому что зачастую как бы эта часть, она такая, наоборот, на спаде идет, чтобы все вдохнули перед припевом и пустились в пляс, а тут еще больше дается энергетики за счет, в первую очередь, голоса. Жила-была девочка, золотистые косы, мерила огонь и лед, небо, солнце и грозы. Потому что он очень ритмичный. Та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. Мог бы быть вполне речитативом в каком-нибудь рэпчике. Что касается последовательности аккордов, она здесь меняется. Добавляется аккорд си бемоль тоже без терции, то есть шестая ступень, с добавленной второй. До, знакомый нам. И в последней доле перед припевом появляется вот такой неустойчивый аккорд. Как я понял, это ми М6. Но я мог неправильно его расслышать. Давайте с вами послушаем, как звучит акустическая гитара. Очень прикольно, кстати, в конце этот аккорд дает такой пинок как бы к припеву. Я сначала подумал, что, ну, наверное, это септаккорд от ля. Но это не он, да? Вот как-то мне непонятно, но как будто бы это все-таки ми-6. Ми-6. Я тупой. Да, это и есть септаккорд от ля. Просто вот эта басовая струна, она как будто не звучит. Ну вот оно и остается ми минор с шестеркой. Ну тогда у нас получается... Реально, как пинок такой, типа, давай, пой припев. Но мы еще припев не слушаем, потому что здесь совсем едва слышный синт, который дублирует у нас голос. Куча каких-то эффектов, реверов, но, в общем, синт вы слышите, такой лид, прикольный, с вибрато. Думаю, он нужен здесь для плотности, ну и подчеркнуть мелодию, почему нет? Меладзе очень часто вставляет вот этот перед припевом, но звучит круто. Если увидите, передайте, Катя, возьми телефон. Подарила сердце на долгую память. И наконец-то притормозит. Не, а чё бы не вставлять, круто звучит. Только я забыл, что это не Меладзе, это Алексей Вучич. Ой, Вучич — это президент Сербии. Как там тебя зовут? Фицич! Фицич, ты украл фишку у Меладзе. Итак, давайте уже разберем припев. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир. Пока у меня в руках гитара, просто давайте еще раз послушаем, что здесь играют гитары. Все по-старому. Акустика играет вот этот рисунок. Также то по центру, то по сторонам. Но вообще рисунок вот такой. Он, надо сказать, здесь акустическая гитара вообще очень много дает для динамики этой песни. Без нее бы звучало не так драйвово. Ну-ка. Вообще-то, у нас тут тропики, world music, а последовательность аккордов так-то дворовая. И, видимо, поэтому Алексей Фицич, чтобы это не звучало совсем как дворовая песня, меняет мажорный аккорд в доминанте на вот такой аккорд с четверочкой.
И сразу свежо. Согласитесь, во дворе так не играют. Хотя... Но это другое. Продолжает в припеве звучать то ли гитара, то ли не гитара, с которой у нас песня стартовала. Вот это. И тут я уже больше верю, что это правда гитара. Нейросеть меня не обманула. Играет она что-то здесь. Потом соль. И... Очень примерно я могу подобрать, потому что не слышно нифига. Но играет классно. Играет классно, как всегда у Фицича. Барабаны играют знакомый нам рисунок Dembow. Мы его уже слышали в первом выпуске, когда разбирали Скриптонита. Там все это играет медленнее, мрачнее, а здесь этот карибский ритм разогнан до 123 ударов в минуту. Ну, как я и говорил, что он целиком и полностью проник сначала в латиноамериканскую музыку, а потом вообще во всю поп-музыку в мире. Таким образом, мы имеем карибский ритм на барабанах, африканские вокалы, флейта то ли американская, то ли азиатская, перкуссия тоже то ли африканская, то ли бразильская. Посмотрите, какой широкий спектр. Такой реально world mix. С одной стороны, на это можно посмотреть деколониально и сказать, что, ну, европейцы, конечно, сволочи. Говорят, мы хотим создать что-нибудь такое экзотичное, и без разбора берут это африканское, это американское, это азиатское, и намешивают. Вот. С другой стороны, мне кажется, что можно так сильно не посыпать голову пеплом и, во-первых, сказать, что все это сделано с любовью. Ну, очевидно, это сделано с любовью. И автору, и исполнительнице нравится, что они делают. Вот. А все эти заимствования, ну, элементы музыки проникают друг в друга из разных стран мира. Так устроена культура. Давайте мы еще послушаем вокалы, потому что здесь появляется очень крутой хор на бэк-вокале. Давайте только его послушаем. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир. Музыку Меладзе, Фицича отличают вот эти, я бы сказал, ориентальские мотивы в припевах, в кульминациях. Я тоже в определенный момент подумал, а что дает вот это вот ощущение восточности? А на самом деле вот это ориентальское ощущение дает пентатоника обычная, простая советская пентатоника. Бэк-вокал. Я знаю пароль. Один голос точно звучит на октаву, но это не значит, что его поет один человек. Один голос могут тут петь несколько человек, потому что хор звучит прям плотно. Тут как будто бы есть терция наверху, но ее едва-едва слышно. Спойлер, она потом появится более отчетливо. И что мне еще нравится в этом хоре? Я верю только в это, любовь спасет мир. Я вот абсолютно не специалист по хоровому пению, но мне видится в том, как вокалисты исполняют свою мелодию, что-то тоже такое восточное, ориентальское. Может быть, дело в том, что они верхние ноты берут прям на полном газу. Такой музыкальный термин, да, такой полный газ. Ну, то есть они прям форсируют верхние ноты. Может, я загоняюсь, может быть, в европейской традиции тоже так принято, но как будто бы в европейской традиции скорее бы они там фальцетиком тоненько бы эту ноту до спели, а может, я гоню. И еще кое-что важное, о чем я не могу все-таки не сказать. Будем честны, Вера Брежнева не самая сильная вокалистка в мире. И вот такой плотный хор, бэк-вокал, который чуть ли не с первой строчки начинается, это все маскирует ее какие-то слабые места в вокале, с уважением. Ну, правда, не самая простая партия для вокалистки. Поэтому хор вывозит. Ну и бас, который мы уже слышали, он здесь играет вот такой интересный тоже рисуночек. И тут прямо слышно, как фигачит сайдчейн, оставляя место для бита, чтобы люди танцевали. И люди танцевали. Я тогда же еще диджеем работал, это был просто
хит всех танцполов на весь год буквально. Любовь спасет мир. Проигрыш, в котором звучит гармония, как в припеве, и снова вот эти этнические бэк-вокалы. А клип я почитал на песню, снят в Таиланде. То есть такой мультинациональный микс по полной программе. Второй куплет музыкально, как я понимаю, не слишком отличается. Здесь появляется такой легкий синт. В остальном все по-прежнему. Вот еще вот такой бэк-вокал здесь звучит. Ну вот тоже намек на какую-то этническую музыку, но какую именно, не понять. Но не так уж и важно. У нас тут речь идет про весь мир, в котором все люди братья и сестры. Вот лично мне такой мир нравится. Вообще Меладзе же формировался как музыкант и как личность, наверное, в 80-х, когда вот это звучание world music было супер актуально. Джазмены, например, очень сильно любили сочетать разные культуры. Да и поп-музыка в тот момент тоже в себя много впитала. And all my instincts, they return. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. Red, red wine. А дальше предприпев. И, конечно же, снова... Мир, огонь и лед, небо, солнце и грозы. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Ага, во втором припеве у нас появляется опять-таки этнический инструмент. Очень сложно расслышать, что это конкретно. То ли бузуки, то ли ут, то ли ситар. Не разберешь, но он точно добавляет какого-то восточного характера. На сей раз, наверное, ближневосточного, иранского, может быть, индийского. Видите, как много здесь всего намешано. Также второй припев примечателен тем, что здесь во втором проведении бэк-вокал на терцию выше становится уже прям отчетливо слышным. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Таким образом, многоголосие повышает градус накала в песне. Дальше, после проигрыша, снова припев, и добавляется еще один этнический инструмент. Опять сложно разобрать, что это играет. Это какая-то перкуссия, но очень похоже на стил-драм, карибский инструмент, который вот нас на Карибы отсылает, уже ассоциации там с какими-то Гавайями, Тринидадом и Тобаго. Можно контурную карту закрашивать, из каких уголков мира Меладзе черпал вдохновение. Ну и кульминационный момент. Здесь у нас происходит модуляция. Помните, в прошлом выпуске мы разбирали сумасшедшую модуляцию в исполнении Маши и Медведей? А в этот раз все абсолютно по классике. Песня до определенного момента звучит в ре миноре, а потом поднимается на полтона выше ре диез минор. Происходит это через вот такой слайд на гитаре. И, конечно же, через мощную перкуссию. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Здесь Вере Брежневой приходится петь вообще до диез. Я верю только в это, любовь спасет мир. Ну, видно, что ей тяжело, но она справляется. А что у нас поет хор? Я верю только в это, любовь спасет мир. Хор поет мощно, и еще в последнем припеве к хору добавляются те вокализы, которые до этого звучали в проигрышах. Теперь это звучит все вместе. Я знаю пароль, я вижу ориентир. А также местами звучат вот такие подпевки.
Я знаю пароль, я вижу ориентир. Кроме того, тот перкуссионный инструмент, который я назвал steel drum, ну, скорее всего, это он и есть, начинает играть на октаву выше. Вот он. Ничего толком не слышно, но мне кажется, это все-таки steel drum. И в итоге в последнем припеве песня звучит, что называется, на все бабки. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Ну и песня подходит к концу. Угадайте, как Алексей Фицыч, он же Константин Меладзе, решил поставить в ней точку. Ну, конечно, мощная перкуссия. Рекою разноцветной любовь спасет мир. О, и тут еще звучит флейта и как будто бы какой-то вокал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да нет, наверное, это просто флейта. Ну-ка. Не знаю. Ну, наверное, нет. Иногда флейта — это просто флейта. Подведем итоги. Мы послушали яркую, летнюю, солнечную песню с добрым посылом. «Любовь спасет мир». Мир в значении world в аранжировке собран как мозаика из этнических элементов со всех уголков Земли. Карибский грув, африканский вокал, бразильская перкуссия, ближневосточные струнные – все это многообразие мирно уживается в звучании и не конфликтует друг с другом. Вот бы и в жизни так. За танцевальную составляющую отвечает бит, сочетающий афрокубинский рисунок с поп-хаусом, бас, который ему не мешает, и кристально четкие ритмичные гитары. Вот вам и готовый рецепт летнего поп-хита. Ну а я на этом заканчиваю. В следующий раз нас ждет новый артист и новое десятилетие. Миру мир!